Привет, друзья, с вами Лохматый Иван Чупурнов, и вы на моем YouTube-канале. И это будет вторая серия путешествия по Индии, в котором я познакомился с парочкой Лёлик и Болик, датчанин и индус Раджеш и Стефан. Мы затусили, и я со Стефаном поехал в Хампи, святой город, в котором, представьте, больше 300 храмов. Впереди будет много интересного, а пока что байт на подписку за кошечку и мою мохнатую рожу. Поехали! Деревенские пейзажи. Заехали куда-то покушать. Конечно, беднота, мусор, жесть. Свалки. В общем, и то говорят, это они стараются наводить порядок. Ну, хорошо, что стараются. Не все по всяким злачным лухари заведениям шататься. Иногда кушаешь вот так вот. Это тоже, я думаю, будет достаточно просто, чипово. Где-то просто на трассе. Такая вот забегаловочка. Я обзавелся вот такими чоботами. Братан. А ты не докинешь чуть меня? Докину, куда тебе? Мне вот по этой дороге в сторону пляжа, если тебе не сложно. Полетели? Пляж Арамболя, главная барахолка для туристов. Чуваки кришнаиты поют. Я тут с микрофоном, чувак с хэнгом. Гуляет народ, вон какие-то чуваки притащили флаг. Что там, Ямайка, нет? Пишите в комментариях. Yeah, guys! Помню, пришли мы как-то к цыганам на серьезную вечерку. И взорвал. Ну, в общем, ребята, вы понимаете, я умею создавать свой вайб. Грибовская, отдельно привет тебе. Кровосток даже в Гоа качает. Эти бурдицы дорогого разбудили ностальгические чувства. То, что мы творили, это было в натуре искусство. Я с моими новыми друзьями, Раджа. Ну, сама понимаешь, что тут заканчивает. И Стефан. Ну и наши любимые Infected Mushroom. Nice. Эй! Привет, Россия! А это мой новый друг из Дании, Стефан. Прикольный чел, познакомились с ним на пляже. Очень компанейский, очень веселый. А вот где-то потерялся наш друг Раджа, индийский. Вот, ну я надеюсь, мы его найдем. Вот, и мы просто идем посмотреть, что там на пляжике происходит. Приехали на какую-то рага-вечеринку. Ну, в общем, неплохо туда.
Братан! Тагил! Я не удержался. Простите. Но тут русских больше, чем индусов, что поделаешь. И над ними орать тоже весело. Ну, в общем, смотри, репертуар такой. Какие-то серые штуки, желтые штуки, красные штуки, оранжевые штуки. Драконьи фрукты, вон эти вот яблоки сахарные. Ну и овощи. Какими-то лесами едем на автобус Хампи, опаздываем. Ну да, пока до меня доехали, там плюс пробки, плюс я долго собирался. Ну, короче, я надеюсь, мы успеем на автобус. Там будет слепас, и мы на нем двинем до Хампи и будем там только утром. Я еду со своим другом Стефаном, датчанином, прикольная тема. И вот еще с какими-то чуваками. Мы в Слепасе. Сейчас покажу вам, что это такое. Огромный автобус, и в нем, короче, есть вот такая вот зона. Типа лежак на двоих. Надеюсь, видно. И вот такие вот одиночные в 2 этажа. Короче, прикольные. Целый ряд таких. И это вот такой вот автобус. Тут есть, я так понимаю, розеточки, все необходимое. Мы в последнюю секунду просто успели со Стефаном сюда. Автобус уже все, он трогался, и мы прибежали. Конечно, все хорошо. Спасибо вселенной. В общем, едем в Хампи. Путешествие будет не маленьким. Мы будем ехать вот сейчас, получается, на часиках у нас, ну, что-то половина шестого. Да, половина шестого местного времени. И мы приедем только в 5:30 в Хампи. Вот. Так что у меня тут есть свободное место. Давайте посылаем запрос вселенной, чтобы это была длинноногая блондиночка с хорошей грудью и чувством юмора на вот это соседнее местечко, потому что я же не 2 покупал, а только одно. Все, увидимся, ребят. Проезжаем какой-то рынок, тут строительный. Жизнь, конечно, в Индии кипит. То есть народу охренеть как много, каждый что-то бегает, что-то суетит, что-то делают. О, прикольно, нашел тут освещение, надеюсь, сейчас видео получше будет. Вот, короче, ну что, впечатление про Индию, да, я как-то все снимал, да ничего не рассказывал, как оно мне думается. Ну, первое впечатление мне понравилось. Да, есть свои минусы, да, там какой-то срач, я на него не обращаю внимания на самом деле. Гоа не так засран, как может быть представлено, да, кое-где там мусор валяется, ну, валяется и валяется. То есть там в Узбекистане тоже не было супер чисто, да, и где вообще супер чисто? В Москве только разве, если что. Для меня это вообще don't care, как говорится. Люди прикольные, индусы эти интересные. И вообще многие других национальностей, с кем только не пообщался, и американцами, и немцами. Сейчас вот с датчанином еду в Хампи, и с индусами, и с девчонками, и с мальчишками. Русских много, дофига, да. То есть народ очень интересный, конечно, ничего не скажешь. Все самовыражаются, как умеют. Все такие прикольные, интересные, возвышенные, осознанные и прочая хурма.
девчонкой не срослось. У меня индус с бутылкой вискаря. Hey, man! Hi! Да, вечерок обещает быть томненьким, я чувствую. Ну что, приехали мы в Хампи со Стефаном и... Спасибо, я сам справляюсь. И, в общем, ну это деревня. Высадили нас ночью где-то из автобуса, разорвали на куски тук-тукеры и тому подобное. Вот, привезли в отель. В отеле заселение только в 9. Соответственно, мы такие, ну ладно. Посидели там типа кафешечки на крыше этого отеля. Соответственно, нам сказали, да чуваки, у нас тут эта кровать есть. И мы просто на балконе со Стефом упали на эту кровать, нам дали одеяло. Поспали, вот. Ну, в общем, завтра будем смотреть этот Хампи. Что это такое, пока не ясно, но вроде прикольно. Вот смотрите, какие темы. Не, выглядит, конечно, круто. Ну и тут тусят мартыхи, ходят, как у себя дома. Эй! Недовольный, ругается. В Хампи номерочек очень даже такой. Смотрите. Эй, там вон я такой, красавчик. Такой он траходром. Ну и все как обычно. Душалет. В целом все аккуратненько и для жизни достаточно. А главное, близко к этим всем вашим туристическим достопримечательностям. Ну что, это древний город Хампи. Всякие тут развалины и тому подобная штука. Это вот был древний базар. Хампи базар. Вот видно его останки, всяких людей тут гуляющих. А вот это главный храм Видрушакра или как-то так. В общем, идем смотреть. Это полная карта Хампи. Вот он был разделен на районы. Ну что, мы зашли в первый храм Хампи под названием Видрушакра или как-то так. Вот он такой вот, он огромный, весь в фигурках. Вот я попытаюсь увеличить, посмотрите. Каждая фигурка разная, какие-то тут мотивы и тому подобное. Говорят, даже есть сцены сексуальных игрищ, ну вы знаете. Вот. Первые два этажа построены из камня, а следующий выше из песчаника, из кирпича, так что он поддавался проще обработке. И другого цвета видно разницу. А это, друзья, зал 100 колонн. По путеводителю в интернете, который я нашел, говорят, что это было место, где проводились массовые кушания и тому подобное. Это же храм, и тут есть как бы такая общественная кухня. Все могут желающие прийти и покушать бесплатно. Вот раньше это было такое вот помещение для этих целей. Сейчас оно вот на реконструкции находится, но все равно прикольно. Конечно, вот эти вот фигурки, вырезанные из камня, очень прикольные. Видео, к сожалению, наверное, не будет передавать их объемность, но они очень классно сделаны. И все, каждая колонна, она индивидуальна. Абсолютно, то есть на каждой свои изображения. Это второй внутренний двор храма Вадра Братра что-то там. Вот, тоже очень богато украшены каменюками. Тут такие столбы, статуи и все такие штуки. Говорят, где-то тут спрятана храмовая слониха по имени Лакшми. Вот, на входе нас раздели на 300 рупий. Хотели раздеть на 500 рупий за съемку.
Ну, я им сказал, да нахер нам ваш храм за 500 рупий, мы пойдем поедим на эти деньги. Мужики подумали, и правда, они сейчас пойдут и поедят, потому что мы развернулись и начали уходить. Они сказали, братик, иди ко мне, братик, давай, на двоих за 300. То есть не за косарь на двоих, а на двоих за 300. И снимайте сколько хотите, только не уходите, мы такие. Ну ладно, так можно. Вот это слоны. Я не особо разбираюсь в религии, поэтому не обижайтесь, точнее не слоны, а быки Шивы, на которых ездил сам Шива. Его типа божественные такие вот прообразы мотороллеров нынешних в Индии. In the ceiling, we can see a complete herbal paintings, which is of 500 years old. Herbal paintings means Ну и мое любимое, во всех туристических местах нахер покупать эти туры, когда можно встать рядом с группой и благополучно все слушать бесплатно. Цепляйте лайфхак. Что-то тут много всего нарисовано, что не разобрать. Вот везде фигуры, божеств, различные сюжеты и тому подобное. Очень красиво. А вот эта статуя бога, могу ошибаться, Манумаки, кажется. Бог обезьяна, который построил весь Хампи. Статуя маленькая, незаметная, но, говорят, очень почитаемая. И он там в углу еще кто-то спрятался. Так, тут вот такой вот бассейн рядом с храмом. Ну, я так понимаю, в таких бассейнах местные монахи проводили омывания, всякие обряды и так далее и тому подобное. Фресочки, конечно, тут есть достаточно фривольные. Например, посмотрите на эту красотку, которая как бы такая: эй, ребятки, эй, ко мне, все ко мне, вот сюда, вот сюда. Везде лазят обезьянки, вот это внутренности тут храма, какие-то кельи, наверное, или что-то такое вот для приготовления, то, что использовали, или какие-то религиозные штуки-дрюки, да. Очень много вот таких, скажем так, пространств, где внутри раз и стоит какое-то божество. К нему люди подошли, поклонились. Закрыты они на клетке. Hey, man. Идем смотреть на купание слона. Народ тут и моется, и стирается, и, похоже, писает, и пьет, и детей, наверное, делает где-нибудь за уголком. В общем, all inclusive. Ну, с этого ракурса должно быть видно получше. Тут вон намывают бока местной любимицы слонихи Лакшми. В честь богини, если я не ошибаюсь, да? Вот. Ближе, если подойти, будет видно только ее спину, но... В общем, включайте фантазию, там лежит достаточно такой немаленький индийский слон, и ему натирают бока и все остальные места. Ну, собственно, вот и картина купания. Есть красного коня, а это серой слонихи. Вон видно, хоботком такая. Ля, как заебись. Божечки, кошечки, давай, человечишка, гладь меня. Слониху зовут Лакшми, и она тут местный аттракцион. Продали нам билеты, уверяя, что братан, там будет слон, иди, там будет слон, иди, слон, слон, слон. Вот тут два чувака, у них у обоих очень важные роли. Тот, который слева, он, короче, натирает. А тот, который справа, он этой палочкой периодически придавливает слониху, типа, лежать, ты не можешь встать, короче. Все, я этой бамбуковой палочкой тебя придавил. Ну, красиво тут.
За еду с ними можно о чем угодно договориться. Вот, кокосик заходит неплохо, да? Эй, держи еще кусок. Оп.